Карьерный рост особым способом. Когда Тед Блумфилд впервые столкнулся с Демоном, он как раз заканчивал свой третий бурбон в баре у Джонни. День выдался паршивым, хуже не придумаешь. Его обошли с повышением, отдав должность начальника отдела продаж молодому выскочке Питеру Моргану. Опыт работы с современными технологиями, свежий взгляд на маркетинг, эти фразы, повторяемые на протяжении дня, напоминали ему о глубокой несправедливости и вызывали тошноту. 20 лет Тед отдал компании Global Tech, 20 лет верной службы, 20 лет преданности, которые оказались никому не нужными перед блеском диплома MBA молодого нахала. Повышение виделось ему необходимым даже только для того, чтобы он не перестал уважать себя. Деньги, которые сулила такая должность, виделись ему как под стеклом музея. В то время как другие как будто держали на своих счетах специальные отделы, расходы на глумление над Блумфилдом. Постоянное пополнение спеси, которой пора задушить Теда. Горький бурбон лишь усиливал чувство горечи и обиды. Демон материализовался на соседнем барном стуле с поразительной обыденностью, словно присаживался здесь каждый вечер. Он выглядел как преуспевающий бизнесмен средних лет, безупречный костюм от Brooks Brothers, начищенные туфли, платиновые запонки. Только глаза выдавали его истинную сущность, в их глубине плескалось адское пламя. Буквально. Не метафора, а настоящее, пульсирующее пламя, заставляющее Теда задуматься о том, сколько бурбона он выпил. Карьерные проблемы. Поинтересовался демон, элегантно отхлебывая появившийся из ниоткуда Макалан 25-летней выдержки. Сам акт появления виски был не менее завораживающим, чем голубое пламя в глазах демона. Тед хмыкнул. После 3 порций бурбона появление демона казалось вполне логичным развитием событий. Мир и так сошел с ума, а тут еще и демон. Что уж тут удивляться. Знаете, мистер, начал Тед, намереваясь начать монолог о несправедливости мира и своей незаслуженной униженности. Можно просто Люце. Демон улыбнулся, продемонстрировав безупречные зубы, белые и ровные, как зубы голливудской звезды. Люце. 20 лет в компании. 20 чертовых лет. И что? Какой-то сопляк с дипломом MBA и знанием, прости господи, тикток-маркетинга получает мою должность. Голос Теда дрожал от смеси алкоголя и горького разочарования. Понимаю ваше состояние, кивнул Люце. Современный корпоративный мир жесток. Опыт больше не ценится так, как раньше. И эффективность – вот новый критерий. Но у меня есть предложение. Душу продать. Усмехнулся Тед. Классика жанра. Шутка звучала горько, но Тед пытался сохранять хоть какую-то долю юмора в этой абсурдной ситуации. А нет, что вы! Демон казался искренне оскорбленным. Это такой архаизм. В современном мире душа – не самый ликвидный актив. Рынок душ просто завален. Нет, я предлагаю партнерство. Небольшой процент от вашего будущего дохода в обмен на, скажем так, консалтинговые услуги. Тед посмотрел на свой пустой стакан. Бурбон был выпит, а чувство горечи осталось. И какие же услуги? Видите ли, ад – это очень технологичное место. Мы давно отошли от примитивных котлов с грешниками. Средневековье прошло. Современный ад – это что-то вроде Кремниевой долины, только горячее. И у нас есть доступ к определенным инновациям, которыми мы можем поделиться. Взаимная выгода, так сказать. На следующее утро Тед проснулся с легким похмельем и смутным ощущением нереальности вчерашнего вечера. Единственным напоминанием о встрече была визитка в кармане пиджака, черная, без логотипа. Только номер телефона, выгравированный красным. Номер казался знакомым, но Тед не мог вспомнить, откуда. В офисе его ждал сюрприз. Питер Морган опоздал впервые за все время работы. Когда он появился, то выглядел непривычно помятым. Его обычная напыщенность исчезла. «Проблемы с телефоном», – пробормотал он. Всю ночь пытался восстановить контакты и аккаунты. К обеду выяснилось, что все социальные сети Питера были взломаны.
а его профессиональные аккаунты заполнились странным контентом, от конспирологических теорий до рекламы сомнительных БАДов. Ситуация быстро набирала обороты. Друзья, тайный план по захвату мира. Эй, демонами, близок к успеху. Но для победы над ним есть наше могучее оружие. Подписка, лайки, комментарии и репосты. А если вы хотите материально поддержать тайную организацию защиты от компьютерных демонов, номер карты в описании. Помогите, и вы откроете для людей доступ к эксклюзивным материалам о спасении души. Через неделю разразился скандал. Какой-то аноним слил в сеть старые посты Моргана десятилетней давности. Глупые шутки, неполиткорректные мемы, опрометчивые высказывания о меньшинствах. HR-отдел был в ужасе. Совет директоров собрался на экстренное совещание. Воздух в офисе наэлектризовался. Тед наблюдал за происходящим странным чувством отстраненности. Он уже нашел владельца черной визитки, и все самое интересное было не в неприятностях у коллег. Каждый вечер его телефон вибрировал от входящих сообщений от Люция, советы по инвестициям. Инсайдерская информация, тонкие намеки на грядущие корпоративные решения. И информация была точно такой, что нужна была Теду. Конечно, тому Теду, которым он стал сейчас. Когда Моргана с позором уволили, никто не удивился, что должность начальника отдела продаж предложили Теду. Он был стабильным, надежным, проверенным временем. То, что раньше считалось его недостатками, вдруг стало преимуществами. Ирония судьбы была очевидна. Получив ключи от нового кабинета, Тед первым делом достал визитку Люцио. Пора было обсудить условия дальнейшего сотрудничества. И, возможно, поговорить о должности вице-президента компании. В конце концов, нынешний вице-президент был большим любителем записывать все свои разговоры на iPhone. А это могло стать очень удобным. «Знаете, Тед, — сказал Люце, материализуясь в кожаном кресле для посетителей, — в аду мы давно поняли одну простую истину: лучший способ мучить людей — это позволить им мучить друг друга самим. Социальные сети, корпоративная культура, офисная политика — все это наше изобретение. Мы просто слегка направляем процесс». И какой процент вы хотите? Деловито поинтересовался Тед, уже не испытывая того же ужаса, что раньше. О, самый минимальный. Скажем, 5% от вашего дохода. Право использовать вашу историю успеха в наших корпоративных тренингах. В аду, знаете ли, тоже нужно мотивировать сотрудников. Люце улыбнулся. Его глаза снова заискрились адским пламенем. Тед улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. Ладонь демона была удивительно прохладной. Кстати, добавил Люце, как вам наша новая разработка, приложение для компрометации цифрового следа? Бета-версия, конечно, но результаты впечатляющие. Восхитительно, искренне ответил Тед. Особенно понравилась функция восстановления удаленных постов десятилетней давности. Да, наш отдел R&D гордится этой фичей. Знаете, в следующем квартале мы планируем запустить новый продукт, и для генерации компрометирующих материалов. Абсолютно достоверные фейки, никакие фактчекеры не подкопаются. Звучит перспективно, Тед откинулся в кресле. Особенно учитывая, что наш SEO очень трепетно относится к своей репутации. Тед уже представлял себе будущее. Люце довольно кивнул. Я пришлю вам презентацию. И да, не забудьте установить наше новое приложение для шифрования сообщений. Нам ведь нужно обеспечить конфиденциальность наших консультаций. Выходя из кабинета, демон обернулся. Знаете, Тед, вы напоминаете мне меня в молодости. Я тоже начинал с малого, искушал монахов, соблазнял праведников, а теперь возглавляю целый департамент корпоративного развития. В наше время главное — уметь адаптироваться к новым реалиям. Тед посмотрел на экран своего телефона, где уже установилось приложение с маленьким красным логотипом в виде стилизованной виллы. За окном садилось солнце, окрашивая небоскребы в кроваво-красный цвет. Где-то на верхнем этаже SEO компании просматривал отчеты, не подозревая, что его карьера уже отмерена.
В конце концов, подумал Тед, в современном мире даже демонам приходится осваивать диджитал-технологии. А он всегда был хорошим учеником. И очень быстро учился. Теперь он знал свои перспективы, и они были действительно замечательными. Замечательными и немного адскими. Но Тед Блумфилд был готов. Друзья, тайный план по захвату мира. То есть, по захвату сердец зрителей демонами, близок к успеху. Но для победы над ним нужно наше секретное оружие. Подписка, лайки, комментарии и репосты. А если вы хотите поддержать тайную организацию защиты от компьютерных демонов, номер карты в описании, то получите доступ к эксклюзивным материалам о спасении души.